Всем привет! Сегодня у нас расклад, с кем тебя судьба скоро сведет. И я думаю, долго откладывать в долгий ящик не будем, сразу начнем наш расклад. Итак, карты парно читаем. И единички, с кем тебя сведет судьба? Ну, с мужчиной, который долго своего часа ждал. Этот мужчина, он, знаешь, он уже давно знает о твоем существовании, но он не решался подойти. Вот он, знаешь, из тех, кто не бросается на женщин сразу, а сначала вот изучает, наблюдает, планирует. Он месяцами следил за твоими там соцсетями, запоминал, что тебе нравится, узнавал о тебе через общих знакомых. И вот он, знаешь, он очень медлительный в отношениях, но зато основательный. Этот мужик, знаешь, не из тех, кто на первом свидании там затащит тебя компот пить. Нет, он будет ухаживать по старинке. Цветочки, кафешки, разговоры до утра. Ему, знаешь, важно сначала узнать тебя как личность, понять ценности твои, убедиться, что вы там друг другу подходите. У него сейчас очень стабильная жизнь и очень четкие планы на будущее. Квартира есть, работа есть, накопления на карточке тоже есть. Он, знаешь, он не ищет приключений на одну ночь. Он хочет серьезных отношений с перспективой на семью. И он, знаешь, уже, возможно, даже присматривает кольцо, хотя вы толком даже не знакомы еще. Но знаешь что? Сейчас он находится в подвешенном состоянии. Не может решиться на первый шаг, потому что он боится от тебя получить отказ. Ему, знаешь, ему кажется, что ты слишком хороша для него, что у тебя и так много поклонников поинтересней, кроме него. Поэтому он все откладывает, вот это знакомство, ждет идеального момента. И вот этот момент уже скоро придет, то есть ты уже готова его заметить. Почему именно сейчас? Потому что ты в периоде такого глубокого одиночества, я бы сказал. И это все не случайно. Ты сознательно отгородилась от всякой суеты, шума, от всякой шушеры, от знакомств пустых. И последние месяцы ты проводишь время в одиночестве, думаешь о жизни, свои ошибки прошлые анализируешь. И вот этот период изоляции, он нужен был, чтобы ты поняла, чего ты действительно хочешь. А еще в тебе проснулась женская мудрость. Ты перестала вот вестись на вот эти вот красивые слова, яркие жесты. Ты видеть людей насквозь научилась. И чувствовать намерения ихние. И теперь ты можешь легко отличить серьезного мужика от вот этого пустобреха, я бы назвал. То есть можешь отличить надежного, да, с кем ты сможешь там, как говорится, и детей родить, и планировать на рыбалку ехать. От вот этих всех временных. Ты знаешь, ты стала сейчас очень интуитивной и чуткой, благодаря проживанию арканов, потому что, четко говорю, тут сигнификация четкая, ты трансформируешься, а значит, арканы проживаешь, раз меня смотришь. Поэтому ты сейчас ложь за километр чувствуешь и распознаешь вот этих мудаков-манипуляторов прям с первых слов. Даже он тебе привет еще не скажет, ты уже сказал, а вот ты мудак. Ну, примерно, да? Это, знаешь, это твоя способность сейчас защитить себя от вот этих неподходящих тебе людей, и это все поможет тебе увидеть того, кто действительно достоин твоего внимания.
Твоя женщина внутренняя, она наконец-то проснулась. Ты или проработала жрицу, или императрицу. А скорее всего, жрицу ты проработала и дошла до императрицы, и сейчас в проработке императрицы. И самое главное, ты сейчас готова принимать, а не только давать. Раньше ты всегда была вот какой? Кто больше вкладывает в отношения, да? Кто вот, дай я тебя поцелую, а он тебя отворачивается, такой говорит, не надо, не надо, и ты терпела раньше. Сейчас нет. Раньше ты ухаживала за мужчинами, проблемы их решала, жертвовала там своими интересами ради них, а сейчас ты готова позволить мужчине заботиться о тебе. То есть эта готовность принимать мужскую заботу — это и есть сигнал Вселенной. Ну, что пора встречать вот этого самого единственного. Как тебе быть, совет? Ну, тут понятно. Тебе придется пройти через конкуренцию с другими женщинами. Когда вот этот мужчина появится в твоей жизни, ты сразу поймешь, что ты не одна, кто на него претендует. У него есть поклонницы, которые тоже, как говорится, не собираются сдаваться без боя. Будут интриги, подколы, попытки тебя очернить. Вот эта вся гадюшность будет. Но самое тяжелое, тебе предстоит пережить полный крах всех иллюзий о любви. То, как ты представляла себе идеальные отношения, это окажется, ну, как сказать, мягко говоря, далеким от реальности. И вот этот мужчина, он не будет соответствовать твоим фантазиям романтическим. Он обычный человек со своими недостатками, просто он не мудак. Понимаешь, поэтому девушки за ним, ну, табуном скачут за ним не скажу, но вот много их. Потому что он просто не мудак. Вот как бы это парадоксально не звучало, но он просто не мудак, поэтому пользуется, как сказать, женским вниманием. Не обделен женским вниманием. И с ним ты поймешь, что сказочной любви не существует. Что отношения — это ежедневная работа, а не только бабочки в животе. Понимаешь? Что приходится мириться с чужими привычками, на компромиссы идешь, что он там носки раскидывает. Иногда терпеть то, что не нравится. Это я сам себе вперед говорю. Мало ли вдруг вы на меня расклады смотрите. Носки раскидываю, да, даже на люстре висят. Поэтому, и знаешь, вот это откровение для тебя будет болезненным, но оно будет необходимым. И знаешь что, вот ты должна принять эту реальность. Сразу скажу, меня в раскладах нет, потому что я знаю, как минимум 7 женщин смотрят на меня и мне потом пишут в личку. Нет, меня в раскладах нет, сам себя я не смотрю. Сам себя вообще никто не будет смотреть, кто с мозгами дружит, потому что самому себе расклады делать — это от дьявола. Почему так? Вот приходите в проживание арканов и узнаете. Вот, кстати, в проживании арканов, я немножко от темы отойду, вот, кстати, в проживании арканов ты учишься непредвзято смотреть, потому что тебя в проживании арканов так жизнь, как говорится, аркану научит, что там хочешь не хочешь, а не будешь, как говорится, лить себе сахару. Вот. Тебе нужно будет принять этого мужика как данность. Нет, я не так сказал, нет, это оскорбительно. Это для меня оскорбительно. Знаешь, вот не как данность, а реальность принять. Что что просто не мудак — это уже хорошо. То есть любовь, она же не в красивых жестах, а вот в ежедневной поддержке, чтоб ты шапку одела, чтоб ты юбку до колен только одевала, а не выше. И тебе придется принять эту, как сказать, правду жизни. Так, давайте, я уже что-то с вами заигрался, давайте ко второму варианту перейдем.
Двоечка. Присаживайся поудобнее, штанишки одевай, и с кем тебя судьба скоро сведет. Тут даже не нужно ничего трактовать. Вообще, вот прям карты сложились в дорожечку. А к тебе вернется тот самый мужик, который тебя предал когда-то, который сердце тебе разбил. Тот, кто от тебя ушел к другой женщине. То есть, вот я подбираю слова, чтобы без мата, потому что я все-таки не предвзят, поэтому вернется к тебе человек тот, кто предал твою любовь. Из-за каких-то своих там расчетов, из-за того, что писюльку в штанах держать не может. И вот этот человек, он очень жадным вот стал до всего материального. Потому что я тебе объясню, тут вот вся дорожечка сложена. Ушел он к той женщине. Я не буду говорить, что она баба плохая и так далее и тому подобное. Нет. Это знаешь, женщины все такие. Как мужик красиво лапшу понавешает, так женщины и ведутся. Поэтому женщина-то не виновата. Но он, знаешь как, та женщина давала меньше, чем ты. Вот как объяснить? Понимаешь? И после расставания с тобой он погрузился в это зарабатывание денег, потому что ей нужно было больше, чем он мог дать. А ты такая вся мне много не надо, лишь бы корочку хлеба давал, да? Вот ты у нас такая. А та нет, хочу кольцо, хочу айфон, хочу вот это, хочу. И вот сейчас он понял, что совершил огромную ошибку, отпустив тебя. Деньги есть, там машина есть, квартира нет. Ой, квартира есть, но, знаешь, вот другие женщины кошелек его любят, а не его самого. А ты же у меня такая щепетильная, ты же его уси-пусечки на покушай борщ. Хочешь я б тебя сам замуж взял. Хочешь я тебя с ложечки покормлю, ты вся такая вот раз такая. А та оказалась совсем не такая. И вот этот мужик, он появляться в твоей жизни будет постепенно. Сначала случайно, якобы случайно, встретиться там в магазине, где он знает, где ты ходишь. Потом там в соцсети напишет где-нибудь там, Телеграм, вот эти вот все соцсети, да, бусурманские. То есть он тебе там напишет, скажет: ой, я тебя видел, ты такая, и вот эту всю ерунду тебе прогонит. Понимаешь? И рано или поздно он просто пьяный тебе скажет, что ты была моей единственной, настоящей любовью всей моей жизни. Я дурак, который не смог тебя оценить. Ты, конечно, надеюсь, я тебе сейчас от себя говорю, не по картам. Хотя и карты точно так же скажут. Но мы не дошли еще до туда. Что хотел сказать, забыл. Вот старость она вот такая вот. Не поведешься на эту лапшу, я надеюсь. Потому что, знаешь, он писюльку свою в штанах держать не мог. Тебя, так сказать, втоптал в грязь, а теперь я тебя люблю. Мудила, в общем. Почему именно сейчас? Это я от себя сказал. Это ты уж сама решай. Там, мудила, не мудила, поверить, не поверить. Мое дело, ты моя не дочь, поэтому тебе решать. Почему именно сейчас? Потому что ты исцелилась от вот этой душевной травмы, которую он тебе нанес. Ты сколько времени ты даже, как сказать, не то что довериться мужчинам, ты боялась в сторону мужиков смотреть. Потому что боялась пострадать, потому что у тебя в голове все мужики мудаки, все и так далее. И, конечно, ты строила стены вокруг своего сердца. Вот ты, как сказать, поняла недавно, что ты готова снова любить, что прошлое, оно тебя отпустило, а этот мудак, и этот маяк засветился. Это я от себя говорю. Ладно, я не буду от себя говорить ничего. По картам, вот все по картам.
Он серьезный, авторитетный мужчина стал. За эти годы он тоже много добился, а там должность занял, да. Уважение заработал, не знаю от кого, но уважение у него есть. У него власть появилась, влияние, связи. И он вот больше не тот мальчишка, да, который метался между женщинами. Потому что тогда, вот как сказать, он шел по зову своей писюльки. Я не знаю, как сказать тебе, я не знаю, как слова тебе подобрать, но вот по зову он такой вот. И сейчас вы оба изменились кардинально. Ты мудрее стала, ты стала сильнее, независимее. Он тоже успешнее, увереннее и богаче стал. И вот тот конфликт, который разрушил ваши отношения тогда, он, знаешь, по картам не актуален сейчас. Вы выросли из тех проблем, которые тогда казались непреодолимыми. И знаешь что? Я хочу так от себя сказать, но карты есть карты, да, от себя тяну я сюда не засуну, хотя, послушай меня, ну нахер он тебе нужен. Вот, как тебе быть? Конечно, уговор не поддаваться. Он будет убедительным, будут там клятвы, золотые горы, рассказывать, как он изменился, но ты помни, люди не меняются кардинально. Люди могут сыграть роль временно. Вот запомни вот это навсегда, раз и навсегда. Если человеку больше 5 лет, все, он не меняется, он будет играть роль, пока ему это выгодно. Это я от себя тяну, говорю. Карты этого не показывают. И будет тебя тянуть к нему как магнитом, потому что ты к нему так привязана-то была. Вся ваша общая история, все ваши воспоминания, чувства, которые между вами были, все это будет давить на тебя. Вот все. Он твой запрещенное вещество. Я не могу такие слова говорить, но ты меня поняла, да? Ты на него подсела. Ну, тогда. И будешь ты думать, вдруг судьба, вдруг второй шанс нужно дать. Но знаешь, и я не от себя говорю, это не судьба. Это твоя привычка к нему. Причем херовая, извини меня за выражение, привычка. Если ты все-таки решишь с ним встречаться, то, знаешь, быстро и жестко действуй. Не растягивай вот этот период ухаживаний на месяцы. Сразу условия ставь. Сразу требуй конкретных действий, а не только слов. Замуж звать должен он уже в первой неделе, а не годами тянуть кота за хвост. У тебя по картам вот эта нездоровая привязанность к нему, ее нужно победить, чтоб ты думала головой, а не попой. И не прощай ему ничего просто так. Пусть делами докажет, что действительно он изменился. Понимаешь? Ой, если он действительно тебя любит, то пойдет на любые твои условия. Если только лапша красивая, то он быстро сольется при первых же твоих требованиях. Требовать нужно, потому что... не повторяй историю, зачем тебе это надо? Тебе ж не 5 лет. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, затейницы. С кем тебя скоро сведет судьба? Но настоящий боец к тебе идет. Этот мужик, он, знаешь, он сейчас отбивается от кучи проблем и от кучи врагов. У него прям война на всех фронтах. И жена бывшая что-то пытается у него забрать. И коллеги строят козни. И родители давят, чтобы он там вернулся к прежней невесте. Но он держится, не сдается, потому что знает, за что борется. И знаешь, еще этот человек, он полное перерождение сейчас переживает.
Он кардинально меняет свою жизнь, бросает работу надоевшую, разрывает вот эти отношения токсичные, избавляется от ненужных людей. Это, знаешь, у него как духовное воскрешение из мертвых. И вот он убивает в себе старого человека, чтобы стать новым. И вот этот момент трансформации, когда наступит, он тебя и встретит тогда. И ты его тоже от других мужиков легко различишь. Я заговариваюсь немножечко. Он, знаешь, он умеет защищать то, что ему дорого. Не убегает при проблемах, не сливается, когда трудно становится. И если он решил, что ты его женщина, то он за тебя будет со всем миром сражаться. Даже если твои родители будут против, даже если у него друзья будут против, даже если вот весь мир будет против. И этот мужчина, он через этот огонь, воду и медные трубы пройдет, чтобы свою жизнь очистить для тебя. Он понимает, что прошлое его назад тянет. И решительно с этим прошлым порвет. И с работы уволится, которая его убивает, и машину продаст, которая бывшая там что-то еще хочет от него, и в другой район переедет, чтобы вот с чистого листа начать. И вот в этом новом его мире он место для тебя найдет. Почему именно сейчас? Ну, потому что, как сказать, он придет к тебе, он, как сказать, вот, он такой вот человек, который любую проблему может решить. Понимаешь? Но он без денег. Он будет без денег, потому что его бывшая, она его голожопенького, как говорится, отпустила. Но вот в собственную бедность он не сможет решиться. Друзья к нему за помощью обращаются, когда что-то сломалось. То есть он прям человек с золотыми руками. Понимаешь? Он все всем чинит. Почему именно сейчас? Потому что ты сейчас поймешь или уже поняла, ты на такой стадии, когда ты понимаешь, что деньги не главное в мужике. Раньше ты смотрел на кошелек, на машину, на статус, а теперь ты будешь видеть человека просто за то, что он, как сказать, за то, что он есть. То есть ты сейчас ценишь не то, сколько он зарабатывает, а то, какой он внутри. И вот эта мудрость твояшняя, а твояшняя есть такое слово, не надо меня поправлять, потому что я с вами на кураптоновском языке разговариваю. А в кураптоновском языке эти слова все есть. И вот ты будешь ценить, что не столько, сколько... Да что ж такое? Не столько, сколько человек зарабатывает, а как он относится к тебе. Вот это ты будешь ценить. И потому что ты стала сейчас самодостаточной, еще он поэтому появляется сейчас. У тебя своя работа, свои деньги, своя квартира. Тебе спонсор не нужен, тебе нужен, как говорится, хороший мужик. Вот просто вот хороший мужик. И он вот как раз тот, кто может дать тебе вот не материальную, а эмоциональную стабильность. И с ним ты будешь чувствовать себя защищенной, даже если, как говорится, в кошельке у него пусто. Но это все временно. Как тебе быть? Ну, готовься к тому, что этот мужчина очень хитрый в отношении денег. Он научил, не тебя он обманет, хотя... Он, знаешь, он научился выкручиваться из разных денежных трудностей, и причем не самыми честными способами. Он может забыть за коммуналку заплатить, а деньги потратить там на подарок тебе. Может взять в долг у друзей и не торопиться им отдавать. То есть может лазейки вот эти все найти. У тебя появится, знаешь, возможность начать новую жизнь с этим человеком. Он перед тобой двери откроет, о которых ты даже не мечтаешь сейчас. То есть он покажет мир, который ты не знала. И вещам научит, которые тебе и в голову не приходили. Потому что он хитрожопый и с золотыми руками. Понимаешь? Но осторожно нужно быть.
с его вот этими способами достижения цели, потому что этот мужик готов на много ради вот денег и успеха. Он обмануть может там и партнеров по бизнесу, и использовать людей в своих интересах, и тебя он может втянуть в свои вот эти темные схемы, если ты не будешь держать границы. Самое главное, вот запомни меня, не давай ему управлять твоими финансами. Вообще никак. Вообще вот нет и все, вот жесткое табу. Пусть зарабатывает сколько может, но твои деньги, они всегда должны быть твоими. В его проекты ты не вкладываешь, не становишься поручителем, не берешь кредиты на любые его просьбы, хоть пусть ноет соплями. Любовь любовью, а деньги врозь. И если он действительно тебя любит, то поймет и примет эти условия. А если начнет давить, требовать, сопли пузырями пускать, то беги от него подальше сразу. А вот такие пироги, троллялюшки, троллюли. И помни, что дед всегда рядом.